Эта серия, друзья, будет максимально необычна. Всех приветствую на канале. Это новая часть пути новичка в русской рыбалке 4. И сегодня мы с вами рассмотрим новую точку, которую, наверное, вообще вряд ли кто знает. А может и знает, но я ее нигде не видел, чтобы про нее кто-то рассказывал. Да, как видите, сегодня впервые в истории канала я на реке Вьюнок нахожусь, да, не на Комарином, на реке Вьюнок. Для меня это вот в новинку новая локация. Кстати, достаточно красивая, вот прям графика приятная, здесь так ходить приятно. Вот, казалось бы, что за локация, да, и так далее. Сначала я вот здесь половил, конечно, вот эти вот стандартные локации, да. Потом вот здесь я ловил, но все это ничего, друзья, все это неподходящие точки для ловли. Во-первых, хочу сказать спасибо игроку с ником Карл80. Он мне в чате подсоветовал эту замечательную точку. Я не помню ее точный координат, но я помню, как на нее добежать. Ну, сейчас добежим и, естественно, посмотрим, что это за секретная точка. Естественно, с фармом, друзья, уклеек эта точка будет. Там уклейки водятся, ну и не только уклейки ловятся. Перед тем, как побежим, хочу еще вам похвастаться, друзья, чуть-чуть. Хочу похвастаться. Я приобрел удилище новое. Сейчас вам покажу. Вот это, по-моему. Да, вот это удилище, которое дает бонусы 25% полученному опыту. Ну, просто думал, что тут что-то нет нового удилища. Хочется что-то свеженькое, новенькое. Вот я его и приобрел, кстати. На мух поменяем. Мухи, блин, заканчиваются у меня. 113 штук мух осталось, но я думаю, на эту серию нам хватит. Вот это удилище я приобрел. Что еще я приобретал? Что еще? Ну, там на спиннинг что-то я тут пытался ловить, но это какой-то самый дешевый спиннинг. Я не помню, откуда он у меня. На нем тоже я, кстати, тут чуть половил. Поймал новую какую-то рыбу, забыл, как она называется. Вот. Давайте в кафешке-то посмотрим там, что по заданиям. Где тут кафе-то? Кафе, оно здесь же. Да, я не привык еще после Комариного на этом в Вьюнке играть. Так, нет, здесь нет этой рыбы. Есть это задание на уклейку. Количество 5 штук. Вот это мы сейчас выполним, кстати. Вот это мы выполним. Вот, а то рыбок, на которую я на спиннинг поймал, нет. И вообще на спиннинг первый раз ловил. Не особо-то и разобрался, как он работает. То есть, да, вроде закинул, достаешь. Клюнуло, хорошо, не клюнуло, еще раз закидываешь, опять достаешь. Примерно такой геймплей. Так. И бежим на точку, друзья. Бежим на точку. Я же могу вот на карте вам показать, где эта точка примерно находится. Вот, 99, 121. Секретная точка с фармом. Ну, сейчас проверим, будет ли клевать вообще. Вчера у меня клевал. Я удивился вообще вот после того совета у игрока, который вот мне посоветовал эту точку. Я думаю, да ладно. Вот именно там клюет, люди другие на других точках ловят, а вот он говорит, именно там надо. Вот думаю, ну ладно, пойдем посмотрим. Потому что вот с той стороны я пытался обойти, вообще туда нельзя, игра не пускает. Здесь еще проход у нас доступен, здесь идти можно. Так. Ну вот точка, вот мы пришли. Вот это новая секретная точка с фармом. Ну, не с этой стороны, я с этой стороны ловил. Сейчас вот покажу вам, как оно все у нас работает. Так, сейчас я фидерные вот эти все уберу, а то я вчера там экспериментировал. Поставим наши поплавочные. Проверим, все окей, все установлено. Да, крошечная муха. На одном из удилищ у меня каша перловая стоит. Кстати, я поймал трофей, уклейку на кашу перловую, именно вот на вот это удилище. И поменял крючок на маленький 18, а не на крошечный. И поймал трофей. Рекордный, по-моему, даже на своем канале, но я не снимал. Скриншот есть, но я, наверное, забуду его сюда вставить. Так, и вот мое новое удилище. Так, давайте еще проверим. Все я расставил. Все расставлено. И вот сюда, короче, вот так вот закидываем. Спуск поплавка 18. Сейчас проверим клев. Вообще тут не только уклейка у меня клевал, плотва еще очень хорошо клевала здесь. Если кому-то вдруг нужна плотва. Было такое, было. Вот, ну и давайте ждем-с. По словам вот того игрока, который мне посоветовал, Coral, да, никнейм, он говорит, что у него как пулемет. Тут она клевала. Говорит, 300 хвостов он тут за 2 часа поймал на этой точке. С 3 удилищами, говорит, вообще просто без остановки был клев. Но это было вчера, сегодня, не знаю, может что-то поменяется. Так. Давайте пока у нас клюет. Пока пойдем червей. Есть. Кстати, еще по поводу вот этого нового удилища. Видите, у меня тут леска такая зелененькая. Вот, ну, приятно визуально играть с новым удилищем, а то я все время на бесплатных. Вот и первая уклейка. Вот и первая уклейка у нас клюнула. Вот, прикольная точка.
Похоже на точку на комарином 8787. Такс. Часто еще тут срываются у меня, конечно, рыбехи. Видите, вот это не уклейка была. Это не уклейка. Тут в чем прикол? Не только уклейка хорошо клюется. Но мы тут немного проворонили их. Вот, и что еще касается нового удилища, поплавочек. Вот видите, новенький купил. Чисто вот хотел другой цвет, а то вот эти два у меня бесплатных удилища. Поплавки, не помню откуда у меня там эти. Ну, тоже некрасивенькие. Но я вот синий решил взять. Так, вот. Увозят. Мои удилища. Еще уклеечка. Ну, по поводу трофеев, кстати, я тут еще не ловил. А вот по поводу плотвы, что я вам и говорил, она тут тоже хорошо на кашу перловую клюет и на муху хорошо клюет. А вообще этот водоем, точнее река, она предназначена, видите, для спиннинговой снасти. Больше всего там звездочка стоит. На спиннинге я тут уже забрасывал, но опять же, на ролик еще не было такой серии, но обязательно будет. Поэтому на канал, друзья, подписывайтесь обязательно. Ставьте лайк огромный на это видео. Поддержите канал лайком. Потому что каналу необходима ваша поддержка. Напишите комментарий. И тут часто, кстати, вот рыбехи срываются. Тут такая вода, в отличие от комариного, прозрачная. Тут видно, как рыба подплывает снизу. Ну, по крайней мере, на комарином я такое не замечал. И очень часто у меня срывается еще рыбка тут. А еще, что, чем хороша эта локация, тут течения нет. Потому что там, где мост, да, вот стандартная локация, знаете, там большое течение. Здесь вообще спокойно. На 97-121. Но пока, знаете, трудно сказать, что эта точка лучше, чем точка на комарином 8787. Но клев тоже идет, потому что ну, и там бывает, что, да, не всегда клюет. Но плотва, вот плотва часто попадается. Блин, не то удилище я взял. Возможно, сейчас будем чуть правее к кустам бросать. А вот еще одного клеечка. Ну, в принципе, сами можете выводы сделать, да? Ну, часто, не часто клюет. Ну, я считаю, ну, нормально. Нормально клюет. Вот смотри, уклейка тут хавает. Вот видите, видно ее вообще. Насквозь видно. Пытается схавать, но что-то осторожничает она. А он там? А тут нет, там тоже пыталась она схавать. Вот меня удивляет, да, вот этот водоем. Они тут не сразу клюют, что сидят. Сидят там, пытаются похавать. Ну, либо просто, опять же, повторюсь, на комарином просто вода какая-то мутная, и там не видно, что клейка подплывает. Может, он всегда так делает. Вот чуть правее вот так вот забросим. Тут, видите, вот по поводу, ну, в чате что ловится? Уклейка, окунь, трофей голавль. Так, не проворонить, не проворонить. Вот очередная уклеечка. Еще уклейка. Друзья, если вы знаете крутые точки на этом водоеме, на вьюнке, напишите обязательно в комментарии, какие точки стоит проверить именно вот на уклейку поплавочную. Ну, может, на что-то другое имбовое напишите. А также по поводу озера Лосино. Я еще там ни разу не был. Стоит ли туда идти? Тоже напишите. Вот на вьюнке и на Лосином. Какие крутые точки есть. Ну, в моем случае, вот, чтобы ловить на поплавок, наверное. У меня и спиннинг есть самый дешевый, конечно, но я там еще не научился. Ну и донка есть. В общем, посоветуйте самые имбовые точки на вот этих водоемах. И на что ловить. У меня вот только поплавочка. Так вот, что такое там? Плотва или не плотва? Карась! Вот я подумал, неужели карась? А это карась. И карась тут, смотрите, есть. Вот, по поводу удилищ говорю, да, вот поплавочный есть парочка донок и один спиннинг. Еще такая история была, я же сначала купил, ну, вот это вот первое удилище, на котором мы сейчас вот играем. Я его купил, и я почему-то тупанул, не нашел у себя его, ну, в инвентаре. Просто не увидел и расстроился, что я купил спиннинг. Я увидел там другое удилище спиннинговое. Я не знаю, откуда оно мне взялось. У меня вроде не было раньше его. Я подумал, что я его случайно купил. Расстроился.
Думаю, ну ладно, на спиннинге буду пробовать. А потом смотрю, что-то не то. Самый дешевый спиннинг я не покупал. Вот, и в итоге все-таки нашел и обрадовался, что это удилище на месте. Почему я его взял? Потому что, да, визуально хотелось что-то, чего-то новенького. Плюс там бонус 25% всегда вот за ловлю рыбки. Вот видите, пошло добро. Пошло добро. Не знаю, по-моему, в прошлой части на канале, который я снимал, ну, примерно такой же вот был клев, даже хуже, может быть. На 87-87. Ну, в любом случае, для меня это вот что-то новенькое, интересное. Я же еще не на всех водоемах был, не знаю, какой лучше. Я на Комарином уже засиделся. Пора какие-то новые водоемы для себя открывать. Может, тут какой-то мне больше понравится. Но вот это пока ничего такой. Пока нравится. Посмотрите на чат просто. Уклейка, уклейка, уклейка. Один я тут уклейките. Как, не знаю что, достаю. Походу, надо реально правее бросать. Вот сюда давай правее. Давай вот это тоже еще правее бросим. И мое самое крутое основное удилище тоже давайте. Вот так вот. Ну, кстати, довольно-таки часто клюет даже на кашу перловую. Я бы даже сказал, как будто чаще сегодня на нее клюет, нежели на муху. Либо мне просто так везет. Так. Это не уклейка, это плотва. Вот, короче, лучшая точка просто для плотвы, уклейки. Иногда карась тут может попасться. Голавль мне тут попадался. Лягушек, кстати, не было еще. И очень часто у меня тут срываются они, вот не знаю. На Комарина у меня такого не было. Тут какая-то рыба вредная. Не хочу сразу съедать. Ну, видите, да? Плотва муху любит. Крючок крошечный. Съел? Вот видите, что-то вроде съела, а вроде и опять сорвалось. Ух ты! Это что там такое? А это лягушки такие вредные. Только лягушки так могут делать. Видите, и лягушки тут есть. Я уже думал, сейчас порвется у меня леска, еще что-нибудь. Ну нет, нормально. Вот такие вот срывы, конечно, раздражают, если честно. Еще чуть правее бросим. Конечно, я классно бросил, ничего не видно. Главное не запутаться здесь. Ну вот, что-то, видите, вот оно наклевывается, но не ест полностью. Так, вот здесь съела. Уклейка? Уклеечка. Вредные уклейки тут, очень вредные. Интересно, заданку я уже их наловил? Сейчас проверим. Что она съест, я надеюсь. Или она настолько умная, что она... Нет, не настолько умная. Это плотва. Тут, наверное, больше не уклейка вредная, а плотва тут слишком хитрожопая. Так. Сколько там надо было? 5 хвостов, да? Раз, два, три, четыре. Ну, 5 уже вроде есть у меня, да? Там забыл, какие граммовки нужны были. Ну, вроде я там прохожу. Ну, по поводу трофеев, не знаю. Трофеев и только тут не видно. Голавль там чувак поймал. С уклейкой не видно пока троф. Опять же, вот видите, я даже подождал, все равно срыв. Что, ну что, переключаемся, переключаемся. Игроков тут вообще на этой локации немного, поэтому я думаю, для многих из тех, кто это видео смотрит, открытием будет эта точка. Она вообще не популярна, но смотрите, какая эффективная. В принципе, давайте сейчас долавливаем и погнали. Продадим, посмотрим, сколько тут получилось.
примерно такой клев на этой точке. Считаю, неплохо. Большой какой-то разницы я не вижу с комарином. Возможно, тут даже чаще клюет, нежели на комарином. Ну, я думаю, вам виднее. Мне кажется, что чаще, потому что тут еще бонусная плотва попадается. На комарином там прям уклейка и все, как будто. И лягушки часто попадаются. Ну, а тут так. Вот так вот. Вот такая вот локация. Красиво. С этой стороны я еще не пробовал ловить. Наверное, в следующих частях попробуем. 99-121. Кстати, подожди. А тут тоже 99-121. А, тут 97-121. Короче, вот тут здесь точно клюет. Здесь я еще не пробовал. Здесь не пробовал, но такое пространство тут интересно. В следующей части обязательно попробуем и здесь половить. Так, ну и предлагаю продать. Ну, сейчас в кафешке уклеек сдадим и на рыбном рынке продадим. Посмотрим, что там по серебру будет, сколько можно выручить. Кстати, в отличие от комарина, я смотрю, тут нет, по-моему, да, такого, что бесплатная горячая еда. Либо я не нашел. Так, подожди, сколько там надо? Еще раз. 5 штук от 27 грамм. Вообще отлично. Слушай, а мы и плотву, по-моему, выполнили, да? От 5 штук масса 700. Ну, 700 у нас только не было. А вот от 50 грамм было, да? Еще и плотву заодно продадим. Так, сколько прям? 4 штучки, да? 4 штучки. Пожалуйста. Сюда. Серебра. Карась у нас был. Но там требует 4 штучки у нас, да? Давайте уклейку тоже продадим. Так, 5 штук. Самых маленьких давайте засунем. Продаем. И плюс 19 еще серебра. Неплохое задание, но прям целенаправленно не выполнял ничего. Ну, смотрите, как получается. Ну и на рынке давайте. По цене посмотрим, что у нас тут. Самая дорогая, естественно, уклейка была. Продаем. Плюс еще 25 серебра. Ну, в принципе, я думаю, неплохо, да? За такое-то количество времени. Отличная точка, друзья. Поэтому с вас лайк огромный на видео. Пишите комментарий любой. На канал подписывайтесь. А я пошел искать, где тут можно похавать бесплатно. Всех благодарю за просмотр.